Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и я сегодня без тона на лице, а это значит, что сегодня мы будем разговаривать с вами о новинке тональной основе Cushion от Giordani, от Oriflame. Будем смотреть сводч, обсуждать, что это за такая тональная основа и тестировать ее на лице. Поехали! Еще недавно название Cushion никому ничего не говорило, а сегодня это один из самых популярных бьюти-трендов, который пришел к нам из азиатской бьюти-индустрии. Cushion бьет рекорды популярности во всем мире. Кстати, сразу про ударение. Здесь я очень долго искала информацию. Некоторые бьюти говорят Cushion, потому что в русском языке нам приятнее так Cushion, капюшон, корнишон. Мы привыкли в подобных словах давать ударение на последний слог, поэтому в русский язык это пришло так. Но на самом деле Cushion происходит от английского слова подушка и произносится, нивелируется буква О, то есть Cushion, да, как будто бы мы букву О не говорим, и вот так правильнее. Но бьюти-сообщество разделилось, кто-то говорит Cushion, кто-то Cushion. Мне больше нравится Cushion, поэтому я буду называть именно так. Итак, что же это такое? Cushion на самом деле это не вид средства, а это форма выпуска. И представляет собой, вот я вам сразу показываю, это новый Cushion от Giordani. Он приходит, ну, как всегда, стандартно от Giordani в картонной черной коробочке с золотыми буквами. И вот мы видим непосредственно сам Cushion. Это такая форма небольшая, похожая на пудреницу, двухуровневая коробочка. Внутри мы видим зеркало, на верхнем уровне прямо под крышкой футляра находится мягкий антибактериальный спонж из латекса. На минуточку, в нем не размножаются микробы. И при нажатии этот спонж легко пропитается средством, скрытым на нижнем уровне. По сути, Cushion это губка, пропитанная тональной основой, которая лежит на нижнем уровне. Средство набирается из губки и наносится на кожу при помощи этого самого спонжа, похожего на мягкую подушечку. Кстати, в Oriflame когда-то были румяна именно в форме Cushion. Кто помнит, у меня такие румяна были очень-очень долго. Бывают румяна, хайлайтеры, даже тени и даже тинты для губ. Это когда средство переходит на кожу при помощи вот таких вот подушечек, либо спонжей, которые уже находятся в самом футляре. Почему же Cushion стоит недешево по сравнению с обычными тональными основами? Потому что самое ценное это вот эта самая коробочка. И потом, кстати, сразу вам лайфхак, вы сможете использовать эту коробочку по своему усмотрению. Вы можете смешивать свои собственные тональные основы. Например, брать пигмент-корректоры, такой же от Giordani, темные либо светлые, смешивать с любимой тональной основой и заливать сюда же в эту губку, когда у вас это средство закончится. Либо смешивать с хайлайтером, либо с SPF. Здесь ваша фантазия безгранична, вы можете сделать совершенно любое тональное средство. Итак, как открывается? Я сначала не поняла, но быстро разобралась. Здесь кнопка. Вы нажимаете на кнопочку и все у вас перед вашими глазами. Выглядит очень стильно, совершенно как в люксовых брендах, очень красиво, все это черное, с золотом, мелко пористый спонж. Вот эти два спонжа, они с разными порами, здесь очень-очень мелкие, именно это дает вот эту вот антибактериальность, чтобы не размножались бактерии у вас. А спонж, который находится внизу Cushion, внутри, на нижнем уровне, он наоборот крупнопористый, и это рассеивает тональное средство, которое по обещаниям должно ложиться как вторая кожа на лицо. Но сейчас мы это с вами протестируем, посмотрим, так ли это. Почему же Cushion так популярный во всем мире? Во-первых, это компактность, то есть вот эта коробочка обеспечивает вам сразу же в любой поездке, в дороге, на работу ли вы идете, вместе
тональное средство и аксессуар для нанесения этого тонального средства. Вам не нужны ни кисти, ни бьюти-блендеры, у вас сразу все с собой. Но здесь есть небольшой минус, то что обычное тональное средство у нас 30-50 мл, а здесь всего 12 и, кстати говоря, грамм. Не знаете, почему измеряется не в миллилитрах, а именно в граммах средства вот в этом кушане. Один из самых больших плюсов — это то, что тональное средство набирается очень дозированно. Если мы берем обычную тональную основу, которую мы наносим на лицо с помощью кисти либо бьюти-блендера, то в этом случае можно переборщить, можно создать эффект маски. Здесь берется минимум. Просто вы промокаете спонж и наносите на лицо. И вот это должно обеспечить тот самый эффект второй кожи. Покрытие на коже едва ощущается, но при этом оно будет достаточно тонким. Да, вы сами понимаете, что если это тонкий слой, то и покрытие должно быть неплотным. Я безумно хочу протестировать сейчас вместе с вами и посмотреть, как это будет средство перекрывать какие-то неровности на лице. Потому что говорят, что из-за такого тонкого покрытия нужно дополнительно пользоваться корректором, чтобы перекрывать какие-то несовершенства на лице. Из-за того, что спонж мелкопористый, он набирает продукта ровно столько, сколько нужно, и очень здорово отдает его коже. И обычно в этих средствах много увлажняющих веществ. Не только для ухода, а еще и для того, чтобы при такой форме выпуска средство не засыхало вот в этой коробочке. И в средстве Giordani тоже много активных увлажняющих ингредиентов. И основной из них — это гиалуроновая кислота, которая подтягивает и удерживает воду, тем самым обеспечивая упругость кожи, делая ее гладкой и эластичной. Морская вода находится в этом средстве, и благодаря содержанию солей она богата кальцием, магнием и калием, которые помогут поддержать нам здоровое состояние кожи. И несколько экстрактов. Это экстракт абрикоса, в большом количестве содержит витамины С и Е. Они являются незаменимыми средствами для профилактики старения кожи и обновления эпидермиса. Экстракт зеленого чая, который обладает антиоксидантными свойствами и насыщает кожу целым рядом полезных веществ. Экстракт тыквы, который содержит коктейль из жирных кислот омега-6, аминокислот аланина и витаминов группы В и множество различных антиоксидантов, которые глубоко питают кожу, поддерживая ее молодость и красоту. Но при всем при этом обычно кушны дают влажное сияющее покрытие. Какие бы люксовые мы ни брали, либо какие-то неизвестные, может быть именно корейские кушны, этот обещает нам матовое покрытие. Вот это для меня самое большое удивление и то, что я хочу сейчас испытать и протестировать вместе с вами. Действительно ли при таком насыщенном увлажняющем коктейле активных ингредиентов я получу матовое покрытие? Это будет, конечно, тогда улетное просто средство. И давайте же еще обсудим, как правильно наносить это средство на кожу. Нужно соблюдать несколько простых правил. Хотя кушны содержит много увлажняющих ингредиентов, но он не является заменой уходовому крему. Поэтому наносим какое-либо увлажняющее средство перед нанесением этой тональной основы. Я сейчас возьму Optimals, вот такой вот дневной крем-флюид, и нанесу его на кожу. Увлажнять кожу — это всегда очень важно, нужно и полезно. И макияж будет держаться лучше. Ну а перед тем, как наносить средство на лицо, давайте я сейчас прямо на щеке сделаю свотчи и подберу то, что мне больше всего подходит. А вы заодно посмотрите свотчи на щеке и крупным планом на руке. Итак, первый оттенок, который я сейчас беру, это 37444 слоновая кость. И относится он к теплым оттенкам. И вот мы видим свотч на руке. И я наношу на лицо. Мне кажется, что этот тон светловат, и у него есть такой песочный оттенок, но он и относится к теплым цветам. Давайте посмотрим следующее. Это 37445. Это у нас песочный беж, и относится он к холодным оттенкам. Мне кажется, что он прям темноват, но давайте посмотрим, как это будет на коже. Вау!
с моей кожей на лице. Он сочетается, этот тон, прямо, мне кажется, идеально, хотя в коробочке смотрится довольно темным. Следующий оттенок, который я беру, это 37446 естественный беж. И это теплый оттенок, dark beige. В коробочке он прям темный-темный. Вау! У него есть какой-то серый отлив у этого оттенка. Мне кажется, что для меня он темноват, но после загара летом это будет, наверное, мой тон. Неужели все-таки у меня холодные цвета, и мне больше подходят именно холодные оттенки? Вот это вот для меня удивление, потому что любые тона, которые я беру в макияже, я комфортнее себя ощущаю именно с холодными оттенками. И вот здесь тоже 45-й песочный беж мне подошел именно холодный. Обратите внимание, что здесь 3 теплых оттенка и всего 1 холодный. Ну давайте последний, 37447. Он последний по номеру, но он, по-моему, самый светлый. Это фарфоровый оттенок. Вау, это вот прямо для белоснежек. В принципе, подобрать довольно просто тон, как мне кажется. Если у вас светлая кожа, вы берете фарфоровый, самый светлый. Если темная, соответственно, самый темный. А из 2 средних вы выбираете либо более яркий, если вы хотите более сияющее лицо, и если вы ближе к светлому. А если у вас оттенок, вот как у меня кожи, то есть не смуглые, да, а просто кожа чуть темнее стандартного цвета кожи, то вот, пожалуйста, ваш оттенок. Чем меньше оттенков, тем легче обычно из них выбирать. Ну что, я определилась, вы определились, какой вам больше всего оттенок подходит, пишите об этом в комментариях. И давайте сейчас я вот это вот удалю. Надеюсь, что вам это было полезно, полезнее, чем обычно на руке. А напишите, кстати, в комментариях, как вам больше нравится. И будем наносить, и заодно буду рассказывать вам, как правильно наносится это средство. Как и все жидкие средства, кушные наносят до использования сухих средств. То есть мы сначала наносим кушин на лицо, а потом мы припудриваем, а потом наносим какие-либо сухие румяна. Ну что, давайте тестировать. Берем верхний спонж, прижимаем к нижнему и видим средство. Смотрите, оно отпечаталось вот непосредственно на спонже. И наносим, внимание, похлопывающими движениями. Разные бренды говорят наносить их средства по-разному. Но вот больше всего я встречала такую информацию, что если вы хотите легкое покрытие, то надо наносить вот такими вот похлопывающими движениями, и чаще всего так наносится. Но если вы хотите более плотное, то можно уже такие смазывающие движения, как иногда мы наносим спонжами либо кистью. Ну что, давайте наносить похлопывающими движениями. Мне самой интересно, что у нас получится. Мне кажется, перекрывает неплохо. Как-то непривычно, что средства очень мало. Но действительно оно ложится, это средство, на кожу тонким слоем. Ну, какое будет перекрытие, мы сейчас с вами посмотрим. Давайте продолжать. Вот я нанесла на середину лица. На мой взгляд, разница прямо очевидна. И очень явно, что тонкое-притонкое покрытие, прям тончайшее покрытие, и коже комфортно, на коже тональное средство не ощущается совершенно, и мне нравится, что есть такое небольшое сияние, но при этом кожа не блестит.
Да, вот есть, например, преображающая тональная основа. Там, когда я ее наношу, наверное, из-за того, что ее много ложится, интересно потом будет долить в такую коробочку и использовать более маленькими дозами ее. И вот там кожа прям блестит сразу после нанесения. То здесь я вижу именно то самое нежное сияние, которого многие добиваются и многие ждут его от тональной основы. Обычно сияние не рекомендуется девушкам, у которых жирный тип кожи. Вот у меня жирный тип кожи, я сияние просто не переношу. Но здесь оно настолько деликатное, что просто как будто это солнце немного отсвечивает и бликует на лице. Это не сияние макияжа, это просто так кожа выглядит более юной. Как на ваш взгляд? Видите ли вы разницу? Ну, тончайшее покрытие. Я даю просто 100 баллов этому покрытию, в отличие от любой другой тональной основы. Вот нанеся это средство на кожу, я вижу разницу между кушаном и обычной тональной основой, которую я наношу кистью. Да, у меня там получается прям супер покрытие, но здесь такое ощущение, как будто я не красилась, как будто моя кожа сама по себе такая ровная, нежная и красивая. Я вот как будто родилась с такой кожей. Ну что, давайте нанесем на вторую часть стандартно. Покрытие настолько тонкое, настолько деликатное, что его хочется наносить и наносить. И для обладательниц жирного типа кожи, мне кажется, это вообще находка. Такое нежное сияние, тонкое, просто невесомое покрытие. Я в восторге от этого средства. Честно говоря, я скептически ждала вот эту коробочку. Думаю, ну, она достаточно дорогая. Потом в этой коробочке мало миллилитров. Но я сейчас вижу, насколько экономично это средство расходуется и какой классный эффект. Естественной, натуральной кожи. И еще оттенок вот этот лег мне просто идеально, я считаю. В отличие от тех оттенков, которые я тестировала тональные средства других линеек до этого, вот этот оттенок, он прямо на мне смотрится как моя вторая кожа. Ну что, давайте немного закончим макияж. Вот я сейчас нанесу пудру, и вы увидите разницу. Есть ли разница между просто вот средством, да, кушаном на лице, либо матированным пудрой рассыпчатой? Да, с этой стороны кожа выглядит более матовой, а с этой более сияющей. Но все равно я бы эту тональную основу отнесла ближе к матовым, чем к сияющим. Мне нравится этот эффект. Ну, вы видите, что в этот раз я в восторге от средства. Я считаю, что это достойное средство, которое пришло ура в каталог Oriflame. И если вы можете себе позволить такое по цене, по вашему отношению к себе, то вы обязательно должны порадовать себя вот таким вот новым средством. Ну что, еще надо немного закончить макияж. И можно переходить к съемкам следующего видео. В завершении хочу сказать, что кушаные из-за, скорее всего, вот такой тонкой текстуры считаются стойким тональным средством, и смывать его лучше всего все-таки средством на масляной основе. Лучше всего использовать в этих целях гидрофильное масло. Но я надеюсь, что многие из вас, кто смотрит мои видео, очищают свое лицо и смывают макияж правильно и используют всегда гидрофильное масло. Будете ли вы покупать себе новое средство декоративной косметики Cushion? Делитесь со мной в комментариях. Ну и, конечно же, ставьте лайк под этим видео, если оно вам было интересно и полезно. Ну и подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео и посмотреть его самыми первыми.